Поклонники сериала «Великолепный век» подарили ему массу своего свободного времени. Уверена, что если сложить часы за просмотром каждого, то выйдет из этого далеко не год, а десятилетие. Сегодня хочу поговорить с вами о двух персонажах сериала, которых в истории то ли были, то ли не было, но уж точно известно, что один из них наверняка в ней был. Эти два человека из прошлого вызывают у нас с вами неподдельный гнев и негодование. И многие уже, наверное, догадались, что речь пойдет о двух подданных султана, которых раб Ибрагим сделал своими подданными до мозга костей, отдавшими служению ему свою жизнь. Итак, речь пойдет о Нигяр и Насухе. Но прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой страны вы нас смотрите и какое количество раз пересмотрели сериал «Великолепный век». Написали? Тогда поехали! Привет всем! Я Оливия. Стояла и стою на страже ваших интересов, посвященных сериалу «Великолепный век». Я не придумываю историю. Я вещаю ее для вас, скрупулезно перед этим изучив всевозможные турецкие источники, работы, доклады и исторические анализы источников и востоковедов. Если у вас есть другие или дополнительные сведения, или вам просто хочется выразить собственное мнение, пожалуйста, площадка Империя создана специально для вас. Вы можете написать в комментариях к этому видео, вы можете присоединиться к нашему сообществу ВКонтакте, Телеграм, а также подписаться на наш канал Надзен. Рада всем вам и благодарю за доверие. Идея создать это видео пришла из комментариев в нашем сообществе ВКонтакте. Александра оставила к посту про Сюмбюля следующий вопрос. Сюмбюль, конечно, прелесть. Но меня в сериале поражают два персонажа – Матракчи и Нигяр. Их собачья преданность Ибрагиму просто убивает. Ну ладно, Нигяр. Она женщина и за своими чувствами просто не хочет замечать истинного лица Ибрагима. Но Матракчи. Ибрагим прошелся по его жизни асфальтовым катком, но Матракчи ему все прощает и продолжает преданно заглядывать ему в рот. Казалось бы, должен люто ненавидеть. Не понимаю. Спасибо, дорогие мои, что делитесь своими мыслями. Я их воспринимаю буквально и всерьез. А ведь и правда, что заставило двух довольно сильных духом людей, как мне показалось в сериале, быть такими преданными на уровне просто какой-то собачьей верности одному из султанских рабов? Давайте попробуем вместе с вами найти эти невидимые нам сети, которые благополучно расставил для них паша Ибрагим. Нашла ли Нигяр настоящую любовь? Историки взвешивают тайны прошлого Ибрагима. С чего началась драма Нигяр? Вспомните сейчас, какой мы увидели персонаж Нигяр в самом начале сериала. Она была строгой, умной и довольно требовательной рабой. Шутка ли, Нигяр повелевала порядком в гареме. Но какой она была женщиной? Давайте снимем с Нигяр маску грозной смотрительницы и взглянем на нее с другой стороны. Мы хорошо помним Нигяр. Внешне Калфа была серой мышкой, всегда в одном и том же платье и украшениях. Но когда она влюбилась в Ибрагима, боже мой, Нигяр расцвела, похорошела и стала просто молодой женщиной, куколкой, да? У кого были такие же ощущения? Ставьте лайк. Трагичный эпизод жизни Нигяр. Девушке не повезло. Ее сердце влюбилось в самого амбициозного человека в Османской империи, правую руку султана, женатого на его сестре, а также и великого визиря страны. Ничего удивительного в том, что Нигяр влюбилась в Ибрагима, нет. Девушек из гарема отдавали замуж за пашей. Возможно, Нигяр именно о таком варианте для себя мечтала, несмотря на то, что Калфа соблюдала правила гарема и была предана членам династии с ног до головы, она могла позволить себе влюбиться. В сериале Нигяр падает со скалы и погибает. Причина – ее запретная любовь. Но желала ли Нигяр такой судьбы для себя? Безусловно, нет. Более того, наверняка Нигяр вышла замуж, родила детей и с честью закончила свои дни. Так ведь? Согласны, что Нигяр не была достойна именно такой судьбы? Ставьте лайк, если согласны. Ладно, Нигяр не погибла. Всем нам хотелось бы, чтобы Нигяр прожила свою жизнь в любви. Нам бы было приятно думать о том, что девушка вышла замуж, родила детей и умерла с любимым человеком в один день. Ведь так же? Тогда за кого могла выйти замуж Нигяр?
Я много думала об этом и не нашла ничего лучше, как предположить, что Нигяр могла выбрать себе в мужья Насуха Эфенди. Какую жизнь она могла бы с ним прожить? Женихи Нигяр. Насух. В реальной жизни Насух был очень порядочным человеком. Я рассказывала об этом, посмотрите более позднее видео. Однако женщинам он предпочитал науку и женился уже будучи глубоким стариком. После убийства Мустафы он покинул Стамбул, уехал далеко-далеко и провел остаток жизни в давно купленном доме. Да, он был очень умным и ответственным человеком, но захотела бы Нигяра, которая так долго жила во дворце, видела огни и блеск фавориток султанов, провести остаток жизни в глуши? Вряд ли. Нет, Насух не мог быть мужем Нигяра. Рустем. По версии турецкой саги, Рустем Паша также ненадолго стал мужчиной Нигяр. Против такой комбинации мало аргументов. Рустем влиятелен и богат. Опять же, брак с Рустемом позволит Нигяр жить в достатке в его богатом дворце. Она будет рожать детей, нанимать слуг, носить дорогую одежду и украшения. В общем, она сможет вести светскую жизнь. Однако Рустем женился на Михримах, и Нигяр пришлось забыть Рустема. Ибрагим. Мог ли Ибрагим Паша быть мужем Нигяр? Вполне вероятно. Давайте предположим, по мнению одного из историков, Ибрагим не был женат на Хатидже Султан. По мнению других историков, Ибрагим был мужем сестры султана. Однако Хатидже Султан не любила Ибрагима и вышла за него замуж по просьбе своего брата, султана Сулеймана. Но через некоторое время Хатидже развелась с Ибрагимом. И здесь есть очень интересная историческая деталь. В архиве Топкапы хранится письмо Ибрагима к своей жене. Он написал это письмо из своей экспедиции. В этом письме он обращается к своей жене как к Мухсин Хатун и целует их общего сына Мехмеда. Никто не знает, кем была Мухсин, откуда она родом и как они с Ибрагимом оказались вместе. Так почему бы киношной Нигяр не быть Мухсин и не выйти замуж за Ибрагима? Кто может с уверенностью подтвердить или опровергнуть эту версию? Сказать, что ее не могло быть в этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях. Теперь давайте рассмотрим Насуха Эфенди. В сериале «Великолепный век» нам показали уникального человека Матракчи Насуха Эфенди. Он долгое время был близким другом Ибрагима Паши, его почитал султан Сулейман, и за это художника приблизили ко двору. В любимой миллионами зрителей теленовелле Матракчи сыграл не последнюю роль в судьбе Нигяр и ее дочери. Именно он принял решение о том, как должна умереть Садыка, покушавшаяся на жизнь султана. Почему Насух был так предан Ибрагиму? Почему его буквально потрясла казнь Мустафы? Откуда такая собачья верность Насуха к рабу султана? Ведь все мы помним, что Насух – свободный человек. Матракчи Насух – османский историк и математик. В истории Османской империи его имя звучит как мастер Рейс Насух С. Силахи аль-Матраки бин Карагес бин Абдулла аль-Басниеви. Боже мой, по-моему, я справилась. В тот момент, когда Матракчи допустил ко двору Сулейман, он был уже почетным янычаром. Насух прекрасно владел техникой фехтовальщика, отлично стрелял из лука. Кроме этого, он отличался высоким уровнем интеллекта, говорил на 5 языках. В сериале «Великолепный век» нам показали несколько романов Насуха. Зрители помнят его неудачную попытку жениться на Нигяр и тайную любовь к Садыке. И тот, и другой роман закончился для него трагически. Российские зрители не видели, но турецкая версия сериала порадовала спокойной семейной жизнью Насуха на склоне лет. Подробнее об этом вы сможете узнать из моего отдельного видео о Насухе Эфенди. Посмотрите более позднее видео. Вот вы знаете, мне сказать о преданности Насуха Ибрагиму, а не султану в той же мере, и сказать-то нечего. Я не могу понять, почему между ними была такая огромная связь. Ведь его реальный отъезд после казни Мустафы был настоящим. Это значит, что этот ученый был и ему преданным человеком, Мустафе. У меня только одно приходит на ум. Ибрагим обладал такими знаниями и был настолько либерален к простому народу, что вызывало у Насуха просто невероятное восхищение. А Ибрагим ему в ответ, как пишет Александра, проехался по нему катком. Насух же все равно продолжил восхищаться великим визирем. Дорогие мои,
Поделитесь своим мнением на этот счет. Когда верность становится предательством, разоблачение темной правды жестоких отношений. Нигяр влюбилась в Ибрагима. Несмотря на все горе, которое он ей причинил, Нигяр всегда была готова ему это простить и прощала. Абьюзивные отношения существуют не только в современной жизни. Скорее всего, именно из древности они к нам и пришли, когда люди вообще мало понимали, что такое личные границы и почему и как нельзя их нарушать. И в таких отношениях женщина годами терпит издевательства и прощают мужу не только измены, но и побои, придирки, унижения. У Ибрагима и Нигяр было общее в прошлом – религия и статус. А наличие общей дочери с абьюзером понудило жертву Нигяр во что бы то ни было сохранить их отношения. А потому винить Нигяр за горькую преданность Ибрагиму себя не уважать. А судьи кто, скажите? Ну а Насух, попробую объясню. С моей точки зрения, Ибрагим не только абьюзер, он еще и предатель. И предал он всех, кто так или иначе был с ним рядом. Вы вспомните, по сериалу изначально он искренне радовался отношениям Сулеймана и Хюррем. Но затем, когда Сулейман переключил все свое внимание на Хюррем, Ибрагим испытывал сильный страх, что Сулейман его больше не любит, как прежде. А это повлекло за собой понижение самооценки у Ибрагима. Он начал испытывать страх быть отвергнутым султаном, и тогда он совершил предательство, чтобы уберечь свою репутацию и сохранить власть над султаном. О каком предательстве идет речь? Ибрагим видел, как сильно Сулейман увлекся Хюррем, и вместо того, чтобы поддержать друга, порадоваться вместе с ним новым крепким отношениям, Ибрагим резко уходит на сторону Махидевран и Мустафы. Участвует в том, чтобы всячески унизить и уничтожить Хюррем. О боже, дорогие мои, мы сейчас говорим о любимой женщине лучшего друга. Возможно ли такое и не предательство ли это? И Насух. С моей точки зрения здесь все очень просто. Насух – это жертва в отношениях с Ибрагимом. Паргали сначала показал Насуху, что он его друг, помог приблизиться ко дворцу и султану, а затем стал искусно его предавать. Как, спросите вы? Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что Насух был фанатом Ибрагима, не замечая границ. Сначала в Насухе вызрел фанатизм, а потом уже по накатанному Насух шел до конца ради идеи Ибрагима, ради него самого, несмотря на то, что очень часто ученый терпел множество негативных поступков и последствий от дружбы с визирем. Как результат, в разборе этой ситуации я четко увидела две жертвы – отношения с Ибрагимом, Насуха и Нигяр, которые под натиском своей искалеченной психологии разными мотиваторами сделали этих людей безоговорочно преданными своему кумиру. Как говорят, несмотря ни на что и вопреки. Дорогие мои, очень интересно ваше мнение. Давайте прямо сейчас обсудим эти вопросы, пока вы смотрите это видео. Друзья, мы не придумываем историю, а собираем по крупицам информацию из различных источников. Будь то работы турецких историков, научные работы других зарубежных авторов. Наша цель – публикация максимально полезных и достоверных материалов. Мы рассказываем вам то, что увидели сами. Спасибо, что смотрите и читаете нас во всех источниках, будь то YouTube, Telegram, во ВКонтакте или Дзен. Спасибо, что доверяете, спасибо, что ставите лайк и делитесь этим видео в ваших социальных сетях. Для тех, кто хочет поддержать наш канал в это непростое время, ссылки вы найдете в описании. Заранее вас всех обнимаю и благодарю. С вами была ваша Оливия. Пока!